утро, Зайцев. То холодно, то жарко, у нас не поймешь. Привет, здравствуй, мой друг. Сегодня попробую немножечко заработать с помойки. Ну, даже не заработать, это, наверное, развлечение, что ли. Заодно попробую себя и в реставрации мебели. Ну, а ты подскажешь, а стоит ли, правильно ли я все делаю? Ну, ладно, тянуть не буду, поехали. Вот эти кухонные шкафчики можно смело выставлять на продажу. Выглядят они очень прилично. И вообще, в общественных местах складирования бытовых отходов можно много что реставрировать и продать. Тем самым заработать немножко монат. Вот и я не смог пройти мимо этого детского, замечательного, яркого и очень забавного стульчика Зайки. Такое разнообразие цветов меня очень вдохновило на восстановление. Конечно же, с последующей продажей. Попробую восстановить его. Может быть, получится. Да, кресло очень ушатанное. Ну да ладно, давайте попробуем. Конечно, попадаются экземпляры и лучше. Иногда попадаются экземпляры, которые можно просто отмыть и уже продать. Но этот, конечно, очень ушатанный. Нитки из материала вытянуты. Видно, что крепление спинки кто-то уже колхозил сам. Хорошо, хоть так называемый газлифт отлично работает. Да и колеса все крутятся, без заеданий. И это уже радует. Что-то я не уверен, можно ли его восстановить. Ну, в общем, попытка не пытка. Давайте попробуем. Для начала надо снять обшивку или драпировку, как она правильно называется. Таким типом восстановления стульев я занимаюсь впервые. Да, я уже зарабатывал на офисных стульях, но мне попадалось сразу либо несколько стульев, из которых я собирал один, либо газлифт не работает, либо колес нет. Так что перетяжкой я буду заниматься сегодня впервые. Вот она, эта милая мордашка. 100% видео будут смотреть профессионалы по перетяжке мебели. Так что жду от вас жесткой критики, написанными буквами под видео, чтобы в следующий раз я уже делал такую процедуру более профессионально. Что-то я уже сомневаюсь, обошью ли я так, как было. Поверхность-то рельефная. Надо по этому поводу погуглить. Ну а сейчас стирать всю эту тряпку. Стирка, конечно, принесла какой-никакой результат, но какие-то непонятные пятна не отстирались, так что Катерина поработала еще точечно, используя пятновыводитель. Но, к сожалению, я этого не снял. Да, конечно, колеса тоже грязные. Придется снять и помыть. Данные запчасти с легкостью снимаются с крестовины. Такую палитру офисных колес я вообще наблюдаю впервые. Кстати, это ходовые запчасти для офисных кресел. И вы с легкостью можете продать отдельно такие запасные части. Так же, как и сам газлифт. Поверхность, как я говорил, уже рельефная. Я не знаю, как так можно натянуть, чтобы ее обогнуть. Воспользуюсь, наверное, специальным клеем. По-другому я не знаю, как это сделать. Не знаю, насколько это правильно, клеение ткани к поверхности поролона, но мне кажется, что будет смотреться намного красивее, когда ткань облегает рельеф. Нижнюю закрывающую ткань, скажем так, техническую, мне пришлось вырезать новую, потому что на стуле она была просто никакая. На моем канале есть плейлист «Как заработать на всякой чепухе», например, на отремонтированных телевизорах одной отверткой, или поиск советских дорогосодержащих деталей, которые стоят, ну, очень неплохо. Также ремонт и продажа микроволновок. Если тебе интересна такая ветка съемок моего видео, то обязательно подпишись и нажми колокольчик, чтобы оповещение приходило. К сожалению, у Зайки оторвалось ухо при стирке, так что надо шить. Белошвейку мне еще не приходилось преображаться, но я думаю, что в этой жизни надо уметь все, в том числе и шить. На мусорке я подобрал швейную рабочую машинку, так что в скором будущем буду познавать азы кройки и шитья. Ну вот и настала долгожданная сборка. Комментировать тут особо нечего, так что предлагаю просто посмотреть.
сломал. Как же вычислить отверстие для крепления седла к крестовине? И выход нашелся. Сами гайки-то металлические, и их с легкостью можно найти магнитом. Осень трын траву. О, ай, Йохана Баден. Томас. Да, стульчик зачетный получился. Я даже подумал, а не оставить ли его себе в мастерской? Эх, к сожалению, слишком марки. Был бы темный, оставил бы. Руссо туристо, облика морали, Ферштейн. В общем-то, неплохой экземпляр получился для продажи на сайте бесплатных объявлений. Сейчас отфотою его, попробую продать. Обязательно снимайте общий план. Если есть какие-нибудь интересные подробности, тоже покажите их потенциальному покупателю. После чего размещайте свой товар на сайте объявлений. Там, кстати, предлагают очень много платных дополнений. Забейте на них. Зачем попусту тратить деньги? Один стул, ну как-то неинтересно продавать. Так что мне еще пришлось поскребсти по запасам. И набралось у меня всеразличных запчастей еще на пару штук. Перед продажей не забывайте привести в надлежащий вид, чтобы перед покупателем не стыдно было. Ну а вот так выглядит обмен стула на деньги под четким руководством Катерины. Помните велосипеды, которые я нашел, когда собирал орбитальный гироскутер? Один из них я тоже забрал. Поломка велосипеда заключалась просто в разорванной цепи, так что мне ее не составило скрепать. И, конечно же, тоже продать этот подростковый велосипед. В общем-то, вот такое коротенькое видео получилось. Да, денег немного, но зато удовольствие сколько от этого я получил. Давай прилагай, что, где, как еще можно проверить, где можно заработать. Рассматриваются любые идеи. И вообще, был ли тебе интересен такой тип контента? Оставь буковки под видео по этому поводу. Как известно, монетизацию отключили. Но вот эти ребята, кто сколько может, донатят мне на мои будущие самоделки. Ребятки, огромное спасибо. Ну а я с тобой не прощаюсь. Главное, не болей. И храни тебя Господь. До встречи. Уважаемые друзья, еще раз хочу сказать огромнейшее спасибо за донат. И даже на двигатель мне денежку перечислили, который сгорел в прошлом эксперименте. Конечно же, я не ожидал такой щедрости.